Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. С наступающим вас Новым Годом! Спасибо всем, кто со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши подписки, комментарии. Огромная благодарность за ваши пожелания. Так приятно, спасибо. В свою очередь, от всей души я желаю вам здоровья, мирного неба, любви, радости. Пусть в вашей жизни будет побольше смеха, позитива, чудес. Чудес вам желаю больших и маленьких, ежедневных. Вообще, девочки мои хорошие, не ждите чудес, чудите сами. Мечтайте. И пусть все ваши мечты сбываются. Надеюсь, этот год наступающий будет намного счастливее, чем был предыдущий. Чем вот этот вот, который уходит. В любом случае, нужно быть благодарным за все, да? Итак, тема сегодняшнего расклада. Чего стоит избегать в новом году? Вам, мне, всем нам, да? И второй вопрос. Что порадует в Новый год, да? В новом году, что принесет вам радость в этом новом году? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты, сочетание ведающая, ведьмочка и звезда. Интересно уже. И тут третья карта, это тоже мистическая, это как окно в иной мир, умение видеть какие-то вещи, которые, может быть, события, да, даже у кого-то предвидеть. Не просто обладание тайными знаниями, вот карта ведающая, это все понятно, обладающая тайными знаниями, доступ имеющая, да, к этим тайным знаниям, получающая их, может быть, применяющая, тут и мастер какой-то, может быть. А эта карта, она говорит о том, что окно в иной мир открыто, и эти знания, может быть, даже вы можете, ну, правда, как кто-то через сны получать, у кого-то прям, может быть, как какие-то знаки, да? Некоторые девочки говорят, знаки Вселенной. Вот тут такое тоже может быть. В принципе, у кого-то как философский взгляд на мир. Можете как-то во всем увидеть какое-то предзнаменование. Так, девочки, еще по карте звезда. Повторюсь, в первую очередь, это интеллект, тут таланты. Если рядом еще такие карты, это ведающая, и тут карта, это иной мир, то наряду с обычными там какими-то талантами, ну вообще в сочетании обычные таланты, да, как-то звучит грубовато, ну, там, не знаю, может быть, какие у людей таланты, может быть. У кого-то замечательные там вокальные, да, способности, у кого-то там тяга и умение там как-то, может быть, это, картины писать, у кого-то еще какие-нибудь таланты, девочки. А у вас какие-то таланты эти связаны неразрывно с каким-то тут у меня мистическим таким подтекстом, с каким-то, может быть, опять-таки этими какими-то тайными знаниями. Почему-то мне тут показывают женщину, карта первая потеря, у которой в прошлом, может быть, видите, на этой карте изображена женщина, и тут как будто бы мужчина, его уже с этой женщиной на физическом плане нет, то есть где-то он может быть там в соседней комнате, на соседней улице, в соседнем государстве каком-то он проживает, но именно в паре нет этого человека с вами. У вас за спиной другой мужчина. Ну, эта карта называется потеря, боль, потеря, утрата. Но ментально еще вы связаны с этим человеком, с тем, который как будто бы в прошлом где-то как будто остался. И он у вас как мертвой хваткой, как вот в шею вцепился, и как будто бы и тут вы его даже придерживаете рукой своей. То есть где-то и вы не готовы отпустить. Где-то, может быть, как какой-то уже уроки эти всех подзадолбали, но какой-то урок не до конца пройден. Или вот нету того решительного последнего, да, шага для того, чтобы, правда, все принять, осознать, отпустить.
Я же повторюсь, у кого-то тут и союз уже есть с другим мужчиной, может быть, замужем вы, выстраивать отношения с каким-то другим мужчиной. А вот предыдущим вот что-то какая-то связь не разорвана, ментальная, как энергетически, может, еще как будто. По крайней мере, этот мужчина, вот я же говорю, как вот так вот, как в шею вцепился вам, вот где-то, и он, может быть, тоже не совсем готов даже до конца забыть вас, отказаться от вас. И в данном случае для вас, это, девочки, тут карта вот это вот неприятности, это как так, свинью положили. Тут как будто бы то, что вы сами где-то не отпускаете до конца эту историю, где-то вы еще продолжаете, может, кто-то цепляется, кто-то пытается найти в этом какой-то смысл, в том, что происходило, разобраться. Тут как будто бы нужно быстрее с этим всем, правда, разобраться, тем, что вы вот эту энергию свою где-то отдаете этому мужчине. Ну, вы сами себе как будто бы эту же свинью подкладываете. Опять-таки, тут карта двойственность, дуальность. Девушка в белом платьюшке идет и отражение в черном платьюшке. Это история о том, что не бывает там идеальных, да, каких-то взаимоотношений, не бывает. Ни вы идеальны, ни идеальны, ни я не идеальна. И тут тоже как будто вам подсвечивают, что может быть даже какая-то вот эта вот болезненная история с этим мужчиной, даже не получилось, даже может быть у вас взаимоотношений с ним. У кого-то это сподвигло заниматься, да, увлекаться эзотерикой. Расклады Таро те же самые, у кого-то психологией. Вот даже где-то желание разобраться, может быть, у каждого из нас есть теневая сторона, я к этому веду. И вот где-то вот кто-то принял эту свою теневую сторону, кто-то только обнаружил. Может, во время коммуникации с этим мужчиной, да, что-то в вас он разбудил такое. Может быть, вы себя почувствовали необычно, не так, как с обычными какими-то мужчинами, вот как обычные какие-то, в третий раз обычно слово говорю, извините. Ну, а в отношениях вы были с мужчинами, да, какие-то эмоции вы испытывали, там, гамму эмоций, для вас это было там привычно, а с ним, возможно, что-то вас цепануло, и вы себя, может быть, раскрыли, как женщина, даже не догадывались, что вы можете такие испытывать эмоции. У кого-то тут и белое, и черное, у кого и позитив, у кого вперемешку с негативом. У кого-то, может быть, настолько было феерично, замечательно, и настолько же потом было больно. В любом случае, какая-то такая история показана, что этот мужчина огромный отпечаток общения с этим мужчиной наложила, может быть, даже где-то сейчас сформировала ваше нынешнее «я», ваши какие-то новые, может быть, увлечения. И у кого-то, повторюсь, эзотерика, психология, у кого-то тут карта звезда, это женщина, которая сама по себе красивая, талантливая, у которой, может быть, видение себя в этом мире, там призвание, миссия даже у кого-то какая-то, вот так вот себя как-то вы видите. Опять-таки по звезде должна это озвучить при вашей внешности, при там интеллекте, талантах. Некоторые люди, которые вас близко не знают, могут считывать вас такой какой-то надменной, там, с короной на голове, там, зазналась. Уж не знаю, насколько это объективно, не объективно, но могут. Так, еще что-нибудь давайте доложу на вас. Мне просто вот сразу показали эту какую-то историю любовную, которую вроде бы как бы уже и прожили. А вот послевкусие от этого, последствия, фактически получается, это все как вот формирует вашу нынешнюю жизнь. И тут карта звезда, это же и тоже вот так вот в сочетании, это можно считать, что у вас только начало вашего пути, как будто бы ваше становление, ваше вот призвание, ваше ощущение в этом мире, это как раз сейчас формируется. Будто бы могли жить своей какой-то жизнью, ну, обычной, как среднестатистический какой-то человек, как женщина. А потом общение с этим мужчиной перевернуло всю вашу жизнь, заставило посмотреть на себя,
по-другому, по-иному, на себя в первую очередь, девочки, на, может быть, какие-то амбиции у вас проснулись, желания, заставила это, может быть, в себе, вот как теневая сторона, вот, покопаться, поизучать себя, у самой себя спросить, а чего именно я хочу, а какая я на самом деле. Вот тут что-то такое. У кого-то хотели с ним создать семью, карта род, семья, кто-то деток, может быть, хотел. Ну, карта гроб мне показала, не получилось. Так как вы хотели, не получилось. Тот формат, те взаимоотношения, вот что-то пошло не так. Ну, у кого-то опять-таки шансы были. Тут, может быть, и пытались вы воспользоваться этими шансами, но вы, думаю, хотели, как и я, и как многие из нас, девочек, всего и сразу, может быть, хотели, может быть, ну, стабильности, тут карта Земля, не просто любовных отношений, не просто эротических там каких-то встреч, наверное, хотели серьезных взаимоотношений, стабильных. Тут карта тяжелая ноша, то есть для кого-то из вас, может быть, ну, для мужчины, наверное, это была тяжелая ноша. Тут карта воровство, часто эта карта мне проигрывается, когда отношения носят такой характер, когда кто-либо из партнеров, ну не буду тут говорить на него, ну, привык больше брать, чем получать. Если мужчина в каком-то законном уже браке состоит, ну тут карта влюбленная. При наличии влюбленности, допустим, у вас влюблен, у него еще был, может быть, кто-то. То есть или выбор из чего-либо, из каких-либо там претенденток. Вот тут какие-то варианты у него были, девочки. Воровство — это когда человек больше берет, но мало очень отдает вам. Так, быстренько смотрим. Не знаю, ваши, не ваши, девочки. Если не ваши, не смотрим. Так, кто еще не подписался на канал, пожалуйста, подпишитесь, не стесняйтесь и лайки ставьте. Спасибо. Так, чего стоит избегать вам в новом году? Так, чего стоит избегать в новом году вам? А что вас порадует в новом году? Так, чего стоит избегать в новом году? Что порадует вас в новом году? Что стоит избегать? Чего стоит избегать? Что порадует Новый год? Чего стоит избегать в новом году? Что порадует в Новый год вас? Чего стоит избегать в новом году? Что порадует вас в Новый год? Так, чего стоит избегать в новом году? Что порадует вас в новом году? Чего стоит избегать в новом году? Избегать. Угу. Избегать. Так, ну у меня тут на поверхности как будто бы, знаете, первое самое главное, как предупреждение, чего стоит избегать. Тут карта зависимости. Видите, девушка смотрит влюбленными глазами на мужчину. И мужчина сам по себе такой вот. Это мы создавали эти карты, наша творческая студия, да, Анны Савы. Этот мужчина сам по себе проблемный. Он и проблему сам себе создаст. А если рядом будет еще женщина, то эти проблемы автоматически на ее тоже хрупкие плечи перекладываются. Тут вам говорят, если вы, вот тут карта звезда ваша, да, у вас есть какая-то мечта в жизни, цель, сами по себе перспективная, талантливая, но вам говорят, если ты посчитаешь
знаете, как будто бы этого мужчину поставишь на пьедестал, где-то будешь в нем растворяться, где-то ты свою мечту, цель какую-то задвинешь там на задворке, да, а на первое место поставишь вот мужчину и будешь зависима от него. Может быть, как будто бы, ну, какая-то идет подмена понятий. Если на первое место ты поставишь вот такую любовь, то это даже не любовь, это как больная любовь, зависимость. Если ты будешь переживать, вот в это вкладывать всю свою энергию. Тут карта беременность, это девочка, женщина, да, которая ждет ребеночка. Тут как будто бы ты можешь вот всю свою энергию вот, и все свое внимание сфокусировать на мужчине, то тем самым ты откажешься от своей мечты. У тебя, может быть, не останется сил, энергии на осуществление своих каких-то там, уже не знаю, какие у вас там амбиции, желания, потребности элементарно, как будто бы предупреждение. Вот этого стоит избегать в новом году. Говорят, если ты опять снова кто-то будешь как будто бы фокусировать все свое внимание на этом мужчине, опять вот это включать туннельное зрение, я вижу этого мужчину, и все, больше меня ничего не интересует, то, понятно, ваша какая-то там яркая жизнь наполнена, там тут у вас и таланты какие-то, не будете вы развивать. Это все как будто бы, тут карта узел кармический. Вы завязываете этот кармический узел, и ничего хорошего вам это не принесет. Карта ангел, вполне возможно, тут, знаете, закономерная развязка этого всего. Женщина на крыльях любви летит, да, и в очередной раз связывается с каким-то мужчиной. Опять-таки его где-то наделяет какими-то качествами, которыми он не обладает. Сама влюбляется, тут ответственность тоже не снимаем с вас. И опять-таки этот мужчина, он как привык себя вести, так он себя и ведет. В один момент вы можете оказаться тут вот по этой карте ангел, как крылья у женщины вырвали, у этого ангела, да, крылья любви. Она сидит, плачет. А претензии кому предъявить? В первую очередь самой себе. В очередной раз как будто бы намечтала, что-то придумала себе такое. Ну, вот тут вас как будто бы стоит избегать вот этих вот каких-то, опять-таки, каких-то иллюзорных, даже не знаю, это мечтание, не мечтание, это чего-то такого в отношении вот именно мужчины, зависимость от мужчины. Тут как будто бы вам говорят, обратите внимание на себя, на свои какие-то вот тут мечты. В первую очередь реализуйте это. И тут вот тоже опять-таки, когда вот эти крылья любви вырывают, да, и получается ситуация такая, не проходите по страшному суду, не проходите вы этот урок. Как будто бы вам могут еще одного товарища прислать, еще более какого-то токсичненького, еще болезненнее будет этот урок. Вот тут такое что-то говорят. Почему? Потому что урок не проходите, потому что тут эта карта, она изображает это нам метафорическое, крабиков, да, какие-то. И шаг вперед, 3 назад, шаг вперед, 3 назад. Как будто бы вам стоит избегать в новом году повторение каких-то сценариев, те, которые в прошлом вам уже принесли вот это болезненное послевкусие, уже такой осадочек. Ну вот тут так. Также, чего стоит избегать в новом году? Так. Тут так интересно. Карта сад, социум, карта на волоске. Может быть, у вас будет такое состояние, не знаю, социум, это общение в социуме, это может быть на работе, да, какие-то такие моменты, где у вас будет, может быть, даже на волоске, как держитесь, критическое какое-то состояние. Может, вам будет казаться, что весь мир против вас. Тут так интересно, карта очищения, дальше всадник, игла и магия. Чего избегать? Ну, я не знаю, для кого-то это прям предупреждение. Когда в вашей жизни, ну, в этом году, который сейчас наступает, да, будет у вас какая-то темная такая полоса, даже не серая, а черная очень. И как будто на волоске будете держаться, вот как будто бы уже сил не будет, может быть. Ну, как все против вас. Такое бывает. И у меня такое бывает. Вам говорят, ни в коем случае вам не нужно. Тут какое искушение какое-то будет, как будто вас кто-то
будет подталкивать. Может быть, в моменте, вот именно когда вы будете очень уязвимы, да, может какое-то кто-то предложение такое. Но вам говорят, что это предложение, оно, скажем так, чревато для вас. Если вы согласитесь, то в будущем ничем хорошим это не закончится. Как будто вам слишком дорогую цену придется за это заплатить. То есть, когда вам будет плохо, когда тут уже такое ощущение, хоть бы кто-то помог, аккуратно присмотритесь к тому человеку, который вам эту типа руку помощи предложит. Это вот реально смотрите, там, допустим, если это какой-то договор, да, аккуратно смотрите то, что там мелким шрифтом прописано. Постарайтесь сразу как бы для себя разобраться, что движет этим человеком, который вам там предлагает что-либо. Потому как, девочки, тут как-то так интересно, вам говорят, когда вам будет вот прям вот такой вот период хреновастенько, придет, прискачет. Тут я не хочу в прямом смысле карта всадник, это какой-то мужчина, это в смысле, может быть, и мужчина в плане вам захочется опереться на него, вы воспримете его как какого-то своего избавителя, спасителя, как мужчину, там, который там, ну, правда, как свое мужское плечо подставит. Но вам говорят, тут просто как-то так карта интересна, говорят, что лишний раз лучше не спешите, лучше даже перепроверить, лучше лишний раз для себя разобраться, опять-таки, мотивы поведения этого человека, потому что тут вам говорят, что если бы ты чуть-чуть еще подождала, то, может быть, в твоей жизни прошел бы какой-то естественный процесс, вот как очищение. Оно как будто это вся сама по себе ситуация, она могла бы, ну, как где-то потихоньку все устаканивается, все становится на свои места, и вместо этой черной полосы все у вас все хорошо будет. А тут вот как будто бы какие-то тяжелые эти времена, появляется какой-то человек. И вплоть до того, что если вы с ним начинаете сотрудничать, повторюсь еще раз, вы очень уязвимы в этот момент. Может, мало друзей на тот момент будет у вас, там, поддержки родных, может, физически какое-то нездоровье, не знаю, девочки, ну, какое-то состояние такое. Просто вам говорят, что вы можете, как будто приняв это предложение этого человека, потихоньку перейти как будто бы на его сторону. И потом в будущем даже будете раскаиваться. Ну, как будто бы уже, может быть, намного тяжелее вам будет как будто противостоять даже тому человеку. Так как вроде бы как вы ему и благодарны будете за то, что он в тяжелые времена, да, вам протянул эту руку. Элементарно пример приведу. Допустим, тут какие-то у вас карта социум, да, допустим, проблемы на работе, там напряг там в семье, еще что-нибудь. И тут, допустим, какой-то человек, пускай даже и мужчина, в плане предлагает как новый работодатель, да, предлагает новое место работы, там должность какую-то. Опять-таки, вроде бы и здорово, вы, может, на тот момент будете воспринимать, вот это выход, это здорово, я об этом мечтала. Но не посмотрите там то, что мелким шрифтом, ну, как будто не до конца уточните ваши там обязанности, да, должностные. Или какой-то нюанс, он сознательно от вас, ну, умолчит о нем. И потом в будущем вот этот нюанс, он может разрастись до таких огромных размеров, полностью перечеркнет все то добро, да, типа, которое этот человек вам принес. Или, ну, как будто бы вот тут подмена понятий, тут аккуратно. Ну и вплоть до того, что как будто бы вот они предупреждают, карта иглы и магии, это вплоть до того, что лучше где-то вот там, где у вас будет происходить вот эта вся ситуация, повторюсь, где как на волоске вы будете висеть, лучше максимально свои силы мобилизировать. Это получается как опору на себя лучше иметь, да, в себе поискать вот эти вот силы, и вы можете этому всему противостоять. У вас как этот процесс очищения, он сам по себе пройдет, девочки. То есть больше доверяйте себе, собственной какой-то интуиции, чуйки своей, да. Вот этот процесс очищения, он пройдет сам по себе. А показано, если вы, ну, тут как, ну, грубо говоря, да, где-то, ну, как это, согласитесь, да, на какие-то условия, или
поддадитесь этому искушению, то тут карта иглы и магия. Вплоть до того, что я могу это считать, это сами себе можете нагадить. Вот честно вам скажу. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Для кого-то, девочки, тут это нужно вам услышать, для кого-то. Предупреждение. Чего стоит избегать в новом году? Стоит избегать злоупотребления своими способностями магическими. Кто-то тут практик, тут карта иглы и магия. Аккуратно, не нужно применять. Как бы вам ни хотелось, на каком бы вы тут волоске не висели, какая бы ситуация ни была, вас предупреждают. Избегайте, не нужно вам до этого опускаться, доходить до этого. Мое дело передать. Так. Просто по-другому я тут уже никак это не прочту. Кто знает, тот знает. Кто может прибегать к магии, иглы, в общем. Я, девочки, передала. Так, что порадует вас в новом году? Ух ты, хамелеон. Что порадует в новом году вас? Замечательно. Так, первые карты говорят, что порадуют вас в этом новом году. Вокруг вас какие-то хамелеоны, оборотни. Но такое ощущение, как будто бы тот редкий случай, когда ваша карта морали, открытые ладони, как будто бы они то ли вас будут десятой дорогой обходить, то ли как будто бы к вам это все не пристает. Вот это вот их желание где-то может вас использовать, где-то желание. Такое у меня прям ощущение, что эти люди, которые в вашем окружении, то ли они будут заняты сами собой, друг с другом, то ли конкурировать, соперничать, то ли друг на друга какое-то влияние оказывать. Тут как будто бы, знаете, вы рядом с ними находитесь, но они, получается, как будто бы на вас особого влияния не будут оказывать. Как будто вот между вами какая-то вот незримая вот эта преграда такая стоит. Вот так как-то. Может, они будут между собой там выяснять какие-то отношения, а к вам это и к вас это никак не коснется. Тут вот что-то такое. Так, порадует в новом году. То есть, если в прошлом вы могли быть там действительно уязвимы, где-то вы могли, тут карта эти хамелеоны, до конца не разбираться в них, в этих людях, которые, может быть, и с вами хорошие, но тут же на них характеристика хамелеоны и оборотни, то есть они с вами, вас хвалят, вам улыбаются, за вашей спиной там гадят вам, то тут как будто бы, может быть, будто бы вас высшие силы от них отводят. Даже если не рядом с вами в вашем поле-огороде, как будто бы даже не получается у вас как-то не коммуницировать. Вам они жизнь как будто бы не портят. Вот тут так. Так. И опять-таки, если раньше какие-то проигрывались у вас моменты по хрустальной туфельке, эта женщина удобная, старалась заслужить это внимание, любовь где-то, и это вам в то же время не приносило ничего, кроме тяжести какой-то, то сейчас мне такое идет, как будто бы уроки вы свои проходите. Наряду с тем, что вы таки остаетесь добрым, светлым человеком, открытой ладони, при этом уже особо у вас нет вроде бы этого желания где-то заслуживать эту любовь, где-то кому-то что-то доказывать. Порадует в новом году. Вот тут, смотрите, карта танец жизни, радость жизни. То, что вот это наконец-то вот этой черной, вот этой гири, и тут черная кошечка, вы как будто бы освобождаетесь. То есть даже где-то за спиной у вас какие-то были, знаете, может быть, разговоры, пересуды какие-то такие двусмысленные ситуации непонятные, то, что где-то вам мешало радоваться. Тут как будто бы учитесь. Я не могу говорить, что прям ситуация сама по себе меняется. Мне по этим картам
вроде бы, как вот показывает, что вы меняетесь на самом деле, вы меняете свое отношение к жизни, вы учитесь вот так вот радоваться этой жизни, тут танец жизни, кайфовать. Так, что порадует в новом году? Девочки, у кого-то свадьба показана, у кого-то тут прям, я даже не знаю, какая-то история такая описана, у кого-то вплоть до того, что может даже до свадьбы не дойти, но тут чудная ситуация. У кого из вас может быть долгоиграющая какая-то история, где с мужчиной качели эмоциональные, могли быть какие-то предательства, могли быть еще третьи лица какие-то. По пятерке воздуха тут подлость, предательство, манипуляции. И вы, для вас хотелось, да, вот карта свадьба, как-то узаконить, может быть, отношения, статус получить. Тут такая чудная какая-то идет ситуация у кого-то. Будет какая-то провокация, но мы же смотрим, что порадует в новом году. Может быть, с вашей стороны, может быть, какая-то будет провокация. Может быть, на горизонте другой мужчина появится. Может быть, в принципе, вы как-то так себя поведете. Тут показано мужчина, который к вам хорошо он относится, но он мог в прошлом чудить, да, назовем это так, и какие-то эмоциональные вот эти качели вам устраивать, то тут получится, как будто бы вы можете ему отзеркалить как-то, вы ему провокацию какую-то устраиваете, и тем самым получается это свадьба или какие-то отношения, переход на новый уровень, как будто бы благодаря где-то этой провокации вы можете, ну не знаю, как вам сказать, сподвигнуть мужчину на как будто бы проявить себя более ярко. Может быть, отношения с вами, правда, как-то перейдут на новый уровень. Тут какая-то, как вот тут идет такой нюанс, вот эта провокация с вашей стороны подтолкнет мужчину, допустим, объясниться вам в любви, или сказать там, если гражданский брак, да, съезжаемся, или действительно по карте свадьба предложить вам замужество. Насколько оно вам нужно, я никого не призываю там, к этим манипуляциям, к провокациям. Тут просто карта провокация, карта эмоций, вот эти вот. Опять-таки, в данном случае для вас это карта соль и любовь. Это как будто бы в вашем случае именно вот это как лечение такое, как будто бы без этого вот где-то пинка, без этой какой-то провокации, без этой какой-то странной ситуации, какой-то вот как будто бы вы, может быть, до конца не были уверены, этот мужчина любит, не любит. Может, для него даже это было непонятно, да, статус ваших отношений, или до конца он не мог понять, что он к вам испытывает. Тут какая-то будет вот такой нюанс, да, вот тут карта соль, это как своего рода лечение, как соль на себя весь негатив примет. И карта любовь. У кого-то любовь уже есть она, да, и вы в полной мере, может, мужчина, и вы осознаете, что это любовь. У кого-то это появится, это любовь. Так, порадует Новый год. Давайте вот тут в конце. Вот это в конце, вот не пойму, я черная кошка вышла. О чем это? Ну вот смотрите, вышла у меня, спрашиваю, черная кошка, о чем это? Черная кошка это что-то мистическое, у кого-то негатив, да? Ну тут смотрите, карта книга и карта освобождения. Бабочка из кокона вылетает. Тут история о том, что где-то то, что было тайной для вас, чем-то непонятным, может быть, какая-то неприятная ситуация в прошлом, но вы не могли в ней разобраться. Карта книга, вы получите информацию и посмотрите, опять же, на эту ситуацию по-другому, под другим каким-то углом. И карта освобождения, может быть, даже у кого-то там привязанность в прошлом кому-то, болезненная зависимость, привязанность, тут идет освобождение от этого. Не просто так, а благодаря тому, что информацию какую-то вы получите. То, что раньше для вас было в тени, скрыто, то, о чем, может быть, вы только догадывались, да, или строили какие-то свои там догадки, правдивые, неправдивые, то сейчас как будто благодаря вот этой вот какой-то информации полученной, все, слава Богу, все для вас станет, все тайное станет для вас явным. И, по крайней мере, мне так кажется, карта освобождения. На сердце, на душе у вас станет намного легче.
Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч еще раз. С наступающим вас Новым годом.